Привет, друзья! Меня зовут Дима. Кто меня не знает, я год практически живу на Филиппинах и занимаюсь видеосъемкой. И сегодня мы хотим найти один водопад, на который не ступала еще нога туристическая. Так что присоединяйся к нашим путешествиям, которые будут, возможно, не совсем простым, но веселым. Полетели! Hola, what's up? Сегодня мы идем попить кофе и на какую-то разведку в поисках новых рек и водопадов. Посмотрим, мы далеко идти не будем, просто посмотрим. Так красиво. Говорят, здесь кофе дешевле, чем в Басвае. Стоит 35 песо. Пи? Это просто Таиланд какой-то. Или Китай. Оказались мы в Китае. Вау! Вот здесь работает правило: пройди на 10 метров дальше, как на всех Филиппинах. Чуть проходишь и что-нибудь прикольное встречаешь. Чем дальше, тем лучше. И также на пляжах, на всех пляжах, если дальше пройти, все толпятся в одном месте, чуть дальше пройдешь, там будет дикий абсолютно пляж. Ну или проедешь там километр, как мы на Шаргау. Но там могут быть такие сумасшедшие. Да, вот. Они... Опасайтесь. Да, это очень опасно. Ну, никто не знает, что Никто вот у них в голове, что у них в голове, они могут мачете достать, сразу голова отлетает и все. Ой, а что-то кажется, дождь собирается. Может, все-таки дождь пойдет, и мы не пойдем неизведанные. Нави говорит, там ничего нет, ничего хорошего. Поэтому она остается здесь, так что мы пойдем вдвоем. Что за красивая коровка тут? Что за красивая коровка? Рыбалка, рыбалка. Все пьючик, все пьючик. Вот такая здесь река. Ничего нового пока. Дойдем до той реки, там посмотрим. И там как раз тот водопад, который я видел по карте. Амазонка, здесь могут быть аллигаторы, кстати. В общем, просто обойдем. Что-то здесь глубоковато, да? У меня нет богатого опыта скалолазания. Решили пока дальше не идти, потому что уже поздно и скоро стемнеет. Вот в следующий раз, может, с утра придем и пойдем дальше туда, вниз. Только посмотрите на эти виды.
Как здесь прикольно. Вышли на какую-то такую лужайку. Здесь прям снимай, не переснимай. Сегодня продолжаем свой путь по этому водопаду, где мы не дошли вчера, где мы, вернее, развернулись и ушли. Сегодня мы продолжаем идти туда около 7 утра. Решили выйти пораньше, потому что это может быть долгий путь. А пока можем поговорить о филиппинском языке, например. Итак, вы здесь, это последнее место, где будет нормальный звук. С нами Сергей сегодня. Заходим в ручьи, неизведанные ручьи, как обычно. Хорошо вообще чтить традиции, выучить немного английского, местного языка. Вообще хорошо в чужой стране выучить хотя бы несколько фраз там на местном языке. Это показывает ваше уважение к другой стране, к культуре. То есть быть терпеливым, приветливым. Это очень важно. И вас будут здесь любить. Выучить там доброе утро, добрый день, добрый вечер, спасибо, элементарные слова. Вы, кстати, не пользуйтесь только переводчиком, а пользуйтесь, лучше загуглите просто в интернете, как правильно будут эти фразы. Потому что переводчик иногда некорректно переводит на такие редкие языки. Дальше вроде дорога похожа на нормальную. Сегодня я без своей девушки Нави. Кстати, она уже не очень хочет с нами ходить. Не нравится ей это задание. А водопады у нее уже вот здесь. У меня, кстати, тоже скоро, возможно, будут. Что там, что видите? Я думаю, может быть, попытаться пройти туда и там со страховочкой немножко спуститься, потому что здесь ответственная скала, отрицательный угол, пипец, тут не залезть, только там. В такие моменты я часто задумываться начинаю, зачем? Когда я ходил на Эльбрус или другие горы, у меня все время, когда становится тяжело, вопрос зачем? Может для того, чтобы почувствовать этот кайф, когда это все заканчивается, и можно с облегчением вздохнуть, выпить кофейку, расслабиться и крепко уснуть. Может за этим веревку достают. Я ненавижу это. В общем, я после этого долго не буду еще гладить. Буду изучать пляжи и подводный мир. Особенно, когда камера придет. Займусь сноркелингом. Напишите, кстати, комментарии, нравится ли вам сноркелинг больше, пляж или водопады и горы и джунгли. Все, мы все внизу. Ну, какие красивые мои белые носочки. В общем, мы опять в замешательстве. Я не
По лесу или по ручью? Голосуйте, присылайте ответы в комментарии. Да. Один это по лесу, два это по ручью. Интерактивное видео. Самая главная цель. Цель-то какая? Я забыл. Дойти до низу и там найти другой водопад. Почему лучше этого? Там покупаться можно, наверное. На то купаться? Да. Ты что, просто так один? Буду об этом думать. Думаю об этом. Купаться я люблю. Хорошо, что Сергей сегодня с нами. Он может разговаривать от безумных идей Вани. И мы не пошли по камням. Хорошо, что здесь всякой живности страшной нет. Это вообще было бы. Так, ни змей особо никаких. Вот эти штуки колючие. И муравей еще кусает, она как цепанет. Для сравнения примерно муравей кусает, ну как собака, наверное. Маленькая собака. По болевым ощущениям. Тут такие огромные муравьи. Сейчас прям вот увидел у тебя на руке, так укусил больно. Охренеть просто. Это уже какой водопад? 5-й или 6-й? Я уже со счету сбился. Здесь их очень много, прям идут лесенкой такой. Очень глубоко. Где твои яйца? Небольшой переход. Мы опять идем к муравьям. Укусы. Дорога для нас. Везде. Потому что джунгли наш дом родной. Что там есть приход? Крыши нет. Короче, идем обратно, пьем кофе и ищем другой путь с другой стороны. Да, другой найдем, потому что это крайний водопад, больше их нету. Это последний водопад. Там метров 100, наверное, Да. вниз и все. Чем попремся падать, да, когда можно снизу посмотреть и вот заснять и будет интересно. Здесь уже, да, никак не пройти, поэтому идем. Напоследок ополоснемся. Прощаемся с природой. Еще нет. С этим видом. Ну, я имею в виду с этим видом. Сюда мы навряд ли скоро придем, вы на этот вид. Люди тут живут вообще на отшибе, в горах. Никого нет, ничего здесь нет. Домик такой. И снова мы здесь, Чойсон кафе. По кофейку и дальше. Мы пойдем наверх туда? А? В общем, сюда мы приехали на байке. И попробуем с другой стороны зайти на тот водопад. Когда идет торнадо, вот эти все реки здесь, особенно в Валенсии, очень опасные. Здесь все просто смывает с пути. Поэтому здесь много очень домов одноразовых практически. Постоянно смывают. Вот эти мосты, они тоже, можно сказать, одноразовые. За десятилетия прям их часто смывает. И когда торнадо, запрещено по ним ездить. И был уже случай, что один иностранец ослушался и поехал через мост, так сильно хотел домой, что его смело всю машину. Его нашли потом у выхода в океан, вообще очень далеко отсюда, по частям. Вот. Но пока нет дождей, нет торнадо, здесь довольно спокойно и безопасно. Переходим в брод. Хорошо кепку взял.
трекинг у нас. Час, наверное, 2 уже идем. Так, время 2 часа, мы все идем по этой реке. Ваня говорит, что там можно купаться, кораллы. Я уже не знаю, стоит ли ему доверять. Потому что купанием тут вообще не пахнет. Секретными лагунами тоже не пахнет. Посмотрим, к чему нас это все приведет. Интересно, кто положил это сюда. Положил эти камни. Так аккуратно лежат. Прикольно. Удочка чья-то. Кто-то сюда еще ходит, удочки ставит. Вот это место, где мы в прошлый раз остановились. Наверху. Пошли отсюда. Хорошо, что не пошли дальше. Обрывчик такой, будь здоров. Пора возвращаться домой, потому что уже 5-й час. Вот. Стоило ли оно того? Ну, чтобы увидеть это, нет, но для развития, как для спорта, как трекинг, конечно, это оно того стоит. Очень полезно так иногда походить. Ну, а дальше, как обычно, идем обратно, видим какую-то тропу, уже скоро темнеет. Мы не знаем, куда она идет, но предполагаем, что она идет на дорогу, и по дороге будет проще дойти обратно. Идем по этой тропе, нормальная тропа. Уже вошли в раш. Завтра в зал будем делать ноги. Самое то. Так, если вы не видите эту запись, значит мы нашли метамфетаминовую лабораторию или плантацию марихуаны, и нас здесь убили. Но если вы видите эту запись, все в порядке. Надеюсь, вы видите эту запись. Посмотрим на погоду. Да, на погоду и пятницу. И может пойдем в пятницу. Пятницу или субботу. Это будет полнометражный фильм, часовой, может. Как дела? Можно тебя Прости. Осторожно, кстати. Ходите под пальмами. Столько случаев несчастных из-за этого. Или джекфрут. Такая штука. Если упадет на голову, не поздоровится. И дорога. Все, вышли на дорогу, по которой мы уже ехали. С первого нашего места с Честина. В следующий раз, в пятницу, доедем просто сюда на байке. И продолжим. Будет уже больше шансов дойти туда, куда мы шли. Майор Гапон, Дон. Камуста? Камуста? Майор Гапон, дай. Камустака? Ира? Камуста? Okera? Where you go? To home? From school? After school, of course. Окей, бай-бай. Офигевают от нас. Наверное, потому что ничего себе. Джоны.
пешком идут по какой-то дороге, а не на вертолете, как обычно. You okay? Okay, Ра? Bye-bye. Да, оказалось так далековато на самом деле. Майопон. ¿Cómo está? Итак, день третий нашего похода и поиска лагуны. Там будет отличное место, где мы можем купаться, резвиться, сноркать. Я, кстати, вот оборудовал дома студию с зеленым фоном. Шучу, это просто занавески сушатся. Туда мы шли по реке 3 часа, по дороге в итоге идти было полчаса. Так что мы сразу доедем на байке туда и продолжим путь по этой реке. И, возможно, там метров через 500 будет эта заветная лагуна. Сегодня мы идем с Нави. Нави не хочет больше сидеть дома одна. Так что мы предусматриваем все меры предосторожности в поход. В прошлый раз мы шли 3 часа по реке и нашли вот эту дорогу. И теперь мы просто с этой дороги продолжаем идти по этой тропе. Погнали! Перчик чили. Прорастает. Вы хотите, чтобы мы ее нашли? Уже наконец-то. Но в любом случае мы нашли короткий путь к прикольному месту, где можно погулять по реке. Go find me a string, tie a knot and make me a ring, and I'll treasure that thing like a diamond so bright, 'cause all that I need. В общем, в любом случае, как ни крути, Still all you'll give но здесь погулять очень круто. Поэтому хорошо, что нашли эту дорогу. I will carry to the end of time, 'cause you kissed me awake when the sun's coming up. Что там? You hold me while Это I'm золото. dreaming at Это золото. night. Это золото дураков. You make me laugh when I'm picking a fight, and I'm gonna love you for the rest of my life. Yes, I'm gonna love you for the rest of my life. Вот к таким водопадам подошли небольшим. Let's gather some Красивые. stones, stack them up and build us a home, and we'll call it our own for 100 years. And when we both grow Большой old, перекус. we'll have so many stories to be told, and your heart I will hold just as dear, 'cause you kiss me В общем, нашли мы вот такой водопад. Самый, наверное, офигенный в районе Думагети и Негрос Ориентал. Вот, может, сравнимый только с Косарора. Вот, но на Косарора будет дофига просто туристов. Плюс транс и так далее, паркинг. Здесь же вряд ли кто-то будет. Хотя добираться по сложности, я думаю, примерно одинаково. То есть легко. you kiss me awake when the sun's coming up. You hold me while I'm dreaming at night. You make me laugh when I'm picking a fight, and I'm gonna love you for the rest of my life. Don't know if it's luck or some
решили пойти домой. Скажем, пока waterfalls, пока водопады. Вот. Итак, как по традиции, мы нашли опять новую тропу, которая, видимо, еще ближе. Прямо идет к тому водопаду большому. Так что это еще круче. Ну, местные здесь явно But ходят. I'm gonna love you for the rest of my life. Yes, I'm gonna Что love это you. такое? Угадайте. Правильно, какао. Пейте, дети. Какао, будете здоровы. Не молоко. И не говядину. Только какао. Вот мы и вышли уже к мотоциклам и главной дороге. Оказывается, самая ближайшая тропа сюда всего в 20 минутах от этого водопада прекрасного. Так что нам потребовалось 3 дня, чтобы найти этот короткий путь. Но теперь мы знаем, и теперь мы можем дойти туда за 20 минут. Круто? Спасибо за просмотр. Не стесняйтесь и подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. See you later. Sun's coming up. You hold me while I'm dreaming at night. You make me laugh when I'm picking a fight. And I'm gonna love you for the rest of my life. Don't know if it's luck or some grander design. But I'm gonna love you for the rest of my life. Yes, I'm gonna